Всем доброй ночи. Вы знаете, дорогие друзья, в этой жизни силы помогают прославиться ведьме по-разному. Иногда силы используют наших врагов для того, чтобы о нас очень много говорили, и тем самым мы стали известны. После недавних событий за один день 120 человек добавилось в мой аккаунт, и начали мне очень много людей писать. Я вообще не успеваю никому ответить, потому что очень-очень много СМС. Но я стараюсь по мере возможности всем отвечать. Но дело в том, что каждое происшествие в нашей жизни, если мы сильные люди, мы с этого делаем выводы, и мы используем это во благо себе. Если в вашей жизни есть неприятная ситуация, и если вы практикующий человек, подумайте, как можно эту ситуацию повернуть в свою пользу. Я давно уже поняла, как. Создайте или покажите народу новые работы. Такие работы, которые очень нужны в таких ситуациях. Как говорится, говновоз промчится мимо, а работа останется. Вот таким способом у меня в жизни было создано огромное количество очень сильных работ. И именно благодаря вот определенным травлям, определенным подлостям со стороны людей. Огромное количество работ, которые сегодня бесценны. Этих людей нет сейчас, непонятно где они, что, и никого это не интересует, а вот работы остались. Поэтому, дорогие друзья, любую ситуацию поверните в свою пользу. Силы просто так нам ничего не дают. Подобные ситуации помогают ведьме со всей злостью и яростью создать шедевры. И эти шедевры работают потом у очень многих. Представляете, что даже зло может быть во благо. Во благо для твоего творчества. Многие голливудские звезды переживали трудности в жизни, потери. И для того, чтобы отвлечься от этого всего, они снимались просто в таком неистовстве в фильмах. Постоянно снимались, не отказывались ни от какого проекта. Например, Брэд Питт, Анджелина Джоли. Там много людей известных, которые свою вот эту трудность жизненной ситуации, трудность в каком смысле? Неприятность ощущения души хотели полностью забыть и окунались в работу. Проходили годы, эти происшествия, эти неприятные ситуации становились просто историей их жизни, они заканчивались. А вот фильмы, в которых они снимались, остались, правда, их работа осталась. Заработанные деньги после этих фильмов остались, слава осталась. Всякая трудность в нашей жизни, всякая гадость в нашей жизни дается не просто так. Она нас улучшает, она нас усиливает и помогает нам подняться над собой, расти над собой. То есть, если силам угодно, чтобы ведьмы создавали серию ритуалов наказания, то силы будут создавать такую ситуацию, чтобы ведьма захотела наказывать. Потому что нам ужасно неохота этим заниматься, я вам скажу честно. Это очень энергозатратно. Так иногда неохота просто. Вообще неохота. Но ты знаешь, что ты все равно рано или поздно тебя приведут к этому. Потом есть второй аспект. Вы знаете, друзья мои, скандальная слава, она самая быстрая и самая эффективная. Многие звезды специально платят за черный пиар, чтобы о них очень много говорили, снимали, чтобы привлечь внимание людей. А когда тебе делают пиар бесплатно, это еще лучше. Как правило, да, вот такие вот вспышки резкие о твоем имени, вокруг твоего имени, всегда привлекают людей, интерес людей, потому что каждый человек думает, кто же это Хусроева, что все так вот о ней говорят, и как-то, знаешь ли, надо посмотреть. Когда заходит, говорит, ничего себе, ой, как я долго вас искала, какой интересный канал, ой, спасибо. Основное количество моих зрителей пришли через эти отрицательные видео, через отрицательные
гадости, которые обо мне говорили. Поэтому, если кому-то кажется, что я очень сильно расстраиваюсь, нет, меня расстраивает глупость людская и то, что повернется против этих людей. Вот это меня расстраивает, потому что я знаю, что обратной пути ко мне уже нет ни у кого в этой жизни, кто себя так повел. А что касаемо того, что будут люди думать, я об этом не думаю, потому что если глупый человек в это поверит, туда ему дорога. Я рада. Это фильтрует иногда ваш канал, дорогие друзья. Потому что если человек ведомый, который сразу же верит всему, что ему говорят, это хорошо. Это вас оберегает, спасает от будущих, как вам сказать, проблем. Потому что такие мягкотелые, такие безвольные люди, они лучше пусть отсеются быстрее. И вот подобные существа, они становятся фильтрами для очистки вашей жизни, вашего канала, вашей работы от подобных мягкотелых, от подобных безмозглых, скажем, людей ведомых, у которых нет своего мозга, которые поддаются всеобщему психозу. И хорошо, что они отсеиваются. Но в любом случае есть такой момент. Вот когда подобные люди снимают, говорят. Не видели? Вот просто интересно, сколько было таких, да, говнокомпаний. Они все снимали, говорили, люди, очнитесь, смотрите, что творится и так далее. Но почему-то их всерьез не воспринимал никто. И в итоге их работа не увенчалась успехом. Но, знаете ли, собрать за 2 года против меня компании 48 человек, это, конечно, великий труд, я понимаю, да. Но дело не в этом. Дело в том, что существует испокон веков определенные работы. Насколько говорить и повторять, что у каждой ведьмы есть своя очень сильная защита, есть свои очень сильные работы, очень сильные заговоры и ритуалы, которые помогают ей вырулить из любой ситуации. Когда такие подобные людишки собираются воедино в одну кучу, думая, что мы-то колхозом горы перевернем, ведьме достаточно прочитать кое-что 6 раз, и их речи абсолютно, как вам сказать, не вызывают не просто доверие, они вызывают смех. Их повадки начинают походить на повадки обезьян. Они становятся безумны. Они начинают нести ересь. И что бы они ни говорили, кроме смеха, кроме какого-то презрения, кроме, как бы сказать, ощущения того, что это какой-то цирк, и не более того, больше ничего не вызывает. Ни одно их слово не попадет в цель. Ни одно их слово не сможет испортить ваше имя. Ни одно их действие, ни одно их слово никак не отразится на вашей жизни и на вашей работе. Абсолютно. Они будут, знаете, как лающие собаки, чей лай никому не интересен. Люди просто проходят по своим делам, собака лает себе и успокаивается, идет ложиться в будку. Когда в древние времена на Востоке хотели опозорить своих врагов или хотели, чтобы слова их врагов не возымели успеха, чтобы их воспринимали не всерьез, чтобы над ними смеялись и потешались, они шли на базар, смотрели на определенное место, которое называется столб позора на рынке. На этом столбу позора, значит, связывали преступников, все плевались на них, там, проклинали до того, как их отдадут на суд царей, да, там, или сановников. Туда привязывались женщины непристойные, объявляли всему миру. Все приходили, смотрели, чтобы знали, что эта женщина гулящая, такая сикала. И с тех времен пришла традиция стричь волосы. Волосы считаются защитой женщины. Длинные волосы, они считаются знаком ее целомудрия. И когда стригли волосы, как бы лишали ее защиты, лишали ее уважения. Вот нет у нее волос, можно с ней делать что угодно. Можно с ней поиздеваться над ней, можно ее насиловать, плюнуть в лицо. Вот нет у нее защиты. Видно, что она потаскушка. Ну, так считалось в то время. И с тех пор эта традиция стричь волосы. Вообще есть такое восточное название «стриженное». Это стриженная такая сякая, то есть это бесстыжие, это опозоренное.
И вот подходили люди к этому столбу позора, смотрели на этот столб позора, читали некоторые слова, и их враги, что бы ни делали, не воспринимались всерьез. Они со стороны воспринимались как циркачи, как клоуны, как шуты. Вот на основе этой восточной традиции я создала ритуал где-то года 3 назад. Но вот сейчас есть повод вам показать. Переписала вот новую вот книгу теней, которую мне Яна подарила. Смотрите, какая красота. Почему некоторые существа там как фатал какая-то. Кстати, извините, конечно, но голос бабки 60 лет. Вот нищебродина, ей-богу, нищая просто, живущая на шее родителей, абсолютная бездарность. И когда такие бездарности говорят о том, что у них столько заслуг, они же об этом не говорят, ну это вообще смешно. Брюнетушка или как там тебя? Когда же ты стала этим всеобщим спонсором? Я не могу понять. Если ты кроме бус со стоимостью 50 рублей больше ничего не имеешь за душой, чтобы отправить в дар. Да уж, конечно, как говорится, курица во сне видит проса. Или видит, что она павлин. Такой тоже может. Так вот, я почему говорю к слову, да? Почему вызывает зависть, ненависть Яна? Потому что она талантливый человек. И как любой талантливый человек, нападки на нее. Потому что завистливые суки. Вот кто может такое сделать? Посмотри, это же ручная работа. Это надо шить, это надо сделать. Это фантазия нужна, это творческий взлет нужен. Посмотрите сюда. А ведь у меня таких работ ее очень много. Это же вообще невероятные вещи. Смотрите. Вот. Здесь голова льва. Вот эта вот штучка красивая. Спасибо, Ян. Все восхищаются. Некоторые даже попросили там, ну, может быть, это поменяемся чем-нибудь. Я говорю, ничем не поменяемся, идите отсюда. Были мои родственники. Хотели меня свистнуть. Так вот, вам нужно взять черную свечу. Это работа для практиков, естественно. Если вы хотите провести для человека, то вам нужно провести для этого человека. Но перед этим кое-что еще надо говорить. Скажите, я вам объясню, здесь долго. Здесь в основном этот ритуал для себя. Но если вы хотите для человека, чтобы его враги опозорились, да вообще много я вам дарила для людей, которые к вам обращаются, как с ними работать и как от их имени. Но если вам нужно, я вам подскажу. Напишите в личку, объясню. Так, черная свеча и рюмка водки для ваших бесенят. Распустите волосы, я думаю, говорить не нужно. Волосы нужно распускать, чтобы ваша энергия была такая сильная и проводила. Волосы это как проводники же у нас. Называется наслать позор на врагов. Ну, не враги, конечно, но так надо назвать условно. Мы же не будем говорить. Люди, которые вообще ничего из себя не представляют, кучка навоза. Ну, враги и враги. Пускай будут. Пусть радуются, что они могут моими врагами быть. Знаете, в чем прикол? Такие люди счастливы, что они с самой Хосроевой воюют. Они этим себя значимыми чувствуют. Ну да, конечно. Так, начнем. Читать нужно 6 раз, оставить догореть эту свечу. Водку оставьте до утра. А потом поставьте на подоконник. Ну, можете и сразу поставить, в принципе. Ну, я иногда оставляю до утра, если других работ нет. Орел по небу летел, сверху камень кинул, и врагов моих разум покинул. Как лает собака на прохожего, так голос врага моего обернется лаем. Одурнеть вам, да отупеть. Одуреть, извините. Бывает темно, плохо читается. И почерк у меня жуткий.
Еще раз почитаю. Это я так учу, то, что я читаю обычно. Орел по небу летел, сверху камень кинул, и врагов моих разум покинул. Как лает собака на прохожего, так голос врага моего обернется лаем. А дуреть вам да отупеть, как младенцам. Речам внимать и ни черта не понимать. Восточный базар кипит, люд на том базаре всякий ходит, торг ведет. А мои враги среди того базара на посмешище выставлены, к позорному столбу пригвоздены, привязаны, кричат и галдят, да только смех вызывают. Всяк над ними потешается. Речи их невнятные, дела их смешные, шутами сделались. На блаженных похоже. Черти их плетьми бьют. Сознание путают. Нет у них славы, нет у них силы, нет их делу удачи. Безумие на них через бесов наслано, мракобесие в придачу. Отныне удел их жалок, на потеху честного народа выставлены. Не я приказал, а сам сатана приказал. Словам моим закреп, делам моим защита, как я скажу, так и будет. Читать чуть быстрее, просто я здесь читаю медленно, чтобы Яне не было трудно, а потом набрать текст и выставить. Так что, дорогие друзья, пока есть сила у ведьмы, всегда те, которые лают на нас, они всегда будут для окружающего народа посмешищем. Было, есть и будет всегда. Всем удачи!